Привет, друзья! Это видео для новичков, которые хотят настроить Google рекламу, или для людей, которые ранее настраивали, но у них реклама просто тупо жрала деньги без какого-либо результата. Пройдя по этому пошаговому руководству, вы сможете получать на автомате в свой бизнес заявки клиентов и деньги из Google рекламы 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Google Ads — это менеджер по продажам, который не спит, не ест, а круглосуточно продает для вас. Посмотрев это пошаговое руководство, вы сможете для себя настроить готовую, работающую, эффективную рекламу в Google, которая будет выглядеть примерно вот так. Дело в том, что настройка Google Ads содержит множество ловушек, которые предназначены для того, чтобы компания Google больше зарабатывала с начинающих рекламодателей. В итоге, если вы допустите даже несколько небольших ошибок, то ваши деньги просто сгорят, а вы не получите никакого результата. В этом видео я покажу и расскажу, как избежать этих ошибок. Задачу, которую я ставил перед собой на это руководство, это уберечь вас и ваши деньги от слива, от неэффективной рекламы и дать вам инструмент, который позволит увеличивать ваш бизнес. Прошлогоднее мое видео на эту тему набрало 90 тысяч просмотров и стало на первое место в YouTube по запросу «Настройка Google Ads». Под этим видео я получил сотни благодарностей от людей, реклама которых после просмотра этой простой видеоинструкции вышла на новый уровень эффективности. Поэтому я решил переснять это видео, добавив еще больше пользы и еще больше ценности для моих подписчиков. Кстати, если ты еще не подписался, подписывайся, чтобы вместе делать твой бизнес еще сильнее и еще эффективнее. Давайте не терять дальше времени, а сразу же настраивать эффективную рекламу без ловушек, без подводных камней. Итак, первое, что вам нужно сделать, это перейти по адресу ads.google.com. Если у вас еще нет аккаунта, вы нажимаете Start Now или Создать аккаунт. Google задает вам обычные стандартные вопросы, где вы проживаете, в какой валюте вы будете оплачивать рекламу, что вы будете рекламировать. Если у вас уже есть аккаунт Google Ads, вы их просто хотите повысить его эффективность, то нажимаете Sign In или Войти и входите в свой аккаунт. И начинающий рекламодатель очень часто тут попадает в первую ловушку. Посмотрите внимательно сейчас на мой экран. Если ваш интерфейс Гугла после того, как вы туда залогинились или создали аккаунт, выглядит ровно таким же образом, то есть если Google вас спрашивает не какие компании вы хотите создать, типы компании, а Google вас спрашивает, как называется ваша компания, и что самое важное, внизу есть строчка, на которой написано «Вы профессиональный маркетолог, перейти в режим эксперта», то это первая ловушка, которую приготовил Google для того, чтобы слить ваши деньги. Это называется умный режим Google Ads. Среди профессионалов и экспертов этот режим называется налог на глупость или Google, забери мои деньги, пожалуйста. Это тот самый режим, который максимально эффективно сливает ваши деньги в трубу и обогащает компанию Google. Вы всегда, абсолютно всегда должны использовать только режим эксперта, открывающий для вас некоторые профессиональные функции, благодаря которым ваша реклама сразу же станет эффективной. Поэтому, если ваш рекламный кабинет прямо сейчас выглядит вот таким образом, то обязательно нажмите кнопку «Перейти в режим эксперта». Если ваш кабинет не выглядит таким способом, то, скорее всего, вы уже в режиме эксперта. То есть вы, наверное, перешли ранее, просто не обратив на это внимание. Или существует вероятность, что Google сразу же вас перекинул в режим эксперта. После того, как вы перешли в режим эксперта, ваш аккаунт Google Ads может выглядеть одним из трех вариантов. Вариант первый, он может выглядеть вот так. Вариант второй, он может выглядеть вот так. Вариант третий, он может выглядеть вот так. Все три варианта являются работоспособными, так как Google тестирует постоянно, какой из интерфейса лучше подходит людям. И кому-то в аккаунт он включает первую версию интерфейса, кому-то вторую, кому-то третью. И главное, не переживайте. Абсолютно все настройки, абсолютно все функции одинаковы, просто внешний вид, оформление, дизайн может выглядеть по-разному. Плюс для переключения между видами вы можете поискать в своем интерфейсе кнопочку типа «Изменить режим просмотра» или перейти в другую версию
версию интерфейса. Это я вам для того, чтобы вы не паниковали, если ваш аккаунт выглядит чуть-чуть по-другому. Итак, далее нам с вами нужно создать рекламную кампанию. Для этого мы используем синюю кнопку «Новая кампания». И тут нас ждет вторая ловушка от компании Google. Они все время пытаются скрыть от нас профессиональные функции настройки рекламы для того, чтобы иметь возможность показывать нашу рекламу более широкому кругу лиц, ну, соответственно, за наши деньги. Итак, нам нужно указать, не указывая цель, потому что любая другая настройка уменьшит количество профессиональных опций настроек, которые мы увидим дальше. Опция «Не указывать цель» дает нам полный доступ ко всем настройкам Google. Кстати, обратите внимание, что не зря она вместо сердечек и смайликов выглядит как шестеренка настройки. Далее мы выбираем тип компании в поисковой сети. Далее Google просит нас выбрать, как мы будем отслеживать, эффективна реклама или нет. То есть, какие целевые для нас показатели являются важными. Для любого бизнеса являются важными целевые показатели, такие как звонки, такие как заявка, покупка на сайте, регистрация, заказ обратного звонка, любое действие, которое контактирует бизнес с клиентом. Тут уже вы должны настроить на своем сайте отслеживание этих целевых действий и подключить это к Google Ads. В конце этого видео я дам больше информации о том, как еще более эффективно работать с этим. После этого нажимаем «Продолжить». Google в очередной раз пытается ограничить количество профессиональных настроек, доступных нам далее, пытаясь все-таки склонить нас к выбору узкой цели. Мы не выбираем ни один из этих пунктов, но даем название компании, собственно, что мы там будем рекламировать. Ну, просто, к примеру, пицца. Далее Google кидает нас в меню ставки, где мы с вами должны задать, как именно мы будем оплачивать Google рекламу. Маленький нюанс. Google рекламу мы абсолютно всегда оплачиваем за клики. Что бы мы ни выбрали в настройках, Google всегда снимает нас плату за клики. Но по умолчанию наша основная цель стоит конверсии. И это еще одна ловушка, но только для начинающих рекламодателей, у которых пока не настроено отслеживание конверсий или целевых действий на сайте, заказ, звонок, там стоит просто 0. И Google таким образом будет нам приносить, просто нули. Поэтому для начинающих рекламодателей, особенно если реклама запускается только впервые, очень важно выбрать для начала оптимизацию по кликам и установить предел максимальной цены за клик, потому что это следующая ловушка Google. Если вы не установите предел максимальной цены за клик, он может снимать с вас за клик и $200, и $300. У меня в моей email рассылке есть скриншот, там где Google снял несколько сотен долларов за один клик по рекламе. Поэтому очень важно ограничить стоимость одного клика какой-то вменяемой ценой. Существуют отдельные методы анализа, сколько будет стоить реклама, сколько будет стоить клик, но в этом видео мы концентрируемся именно на настройке, не на анализе. В конце я расскажу, где подчеркнуть больше информации. На остальные опции не обращаем внимания и нажимаем «Далее». И тут вам очень важно знать, что Google дает приоритет в показе. Выше ставит не тех рекламодателей, у которых дороже реклама, а тех, у кого качественнее реклама. Потому что рекламодатели с качественной рекламой, которые надолго с Google, они дают возможность Google зарабатывать на дистанции, еще и делая счастливыми клиентов, которые ищут в Google. То есть клиенты чаще кликают, чаще покупают, Google больше зарабатывает. И у Google даже есть параметр, который называется показатель качества. У меня есть вот такая шпаргалка по рекламе, где отдельный уголок посвящен показателю качества и тому, как его увеличивать. Я в конце расскажу, как получить такую шпаргалку. Я кандидат наук в области математического моделирования и молодой ученый года в Украине. С 2006 года я исследую с математической точки зрения алгоритмы Гугла. Суммарно под моим управлением были бюджеты в $500 миллионов. И я точно знаю, как работает алгоритм Гугла изнутри. Кстати, если вы хотите еще немного глубже понять, как работает Google и как делать эффективную рекламу, то прямо под этим видео есть ссылка на мастер-класс, на котором я рассказываю 3 основные секрета. После этого нажимаем «Далее», и тут нас снова капкан, ловушка Гугла. Это та ловушка, которая способна сожрать весь ваш рекламный бюджет и не дать вам ни единого заказа. Эти 2 галочки в обязательном порядке следует снимать. Абсолютно всегда, без исключений. На самом деле есть одно единственное исключение, но оно подходит лишь для очень опытных рекламодателей, которые 100% знают, что они делают. Для новичка эти опции следует бояться как огня.
Далее мы выбираем, где будет показываться наша реклама. Например, можем ввести Италия, можем ввести конкретный регион, можем ввести конкретный город, можем выбрать страну по умолчанию, которую вы задали в настройках. И указываем, на каких языках должны разговаривать люди, то есть на каких языках их браузеры, для того, чтобы они увидели вашу рекламу. Если ваш бизнес не может принимать заказы круглосуточно, то нажимаете дополнительные настройки и указываете расписание показа объявлений, например, с понедельника по пятницу, например, с, не знаю, с 7:30 или со скольки вы там работаете, и до, ну, к примеру, там 7:45. В остальное время ваша реклама не будет показываться. Больше никаких дополнительных настроек вам не нужно, и вы нажимаете «Далее». Указывайте, по каким ключевым словам будет показываться ваша реклама. Тут я хочу дать вам совет, который, наверное, 8 из 10 рекламодателей в Гугле стоил нескольких тысяч долларов, пока они не поняли, что к чему. Если наше ключевое слово, например, «заказать пиццу», мы хотим людей, которые ищут заказать пиццу, привести к себе на сайт, то в обязательном порядке это ключевое слово нужно взять в кавычки. Потом вы поблагодарите меня за этот совет. Если вы не возьмете ваше ключевое слово в кавычки, то Google будет показывать вашу рекламу вообще кому угодно. Сам Google в справке говорит, что если вы не указываете кавычек и ничего другого, это называется широкое соответствие, и мы можем показывать, Google может показывать вашу рекламу даже по тем словам, которые не содержат ваших ключевых слов. То есть, например, как приготовить пиццу дома, рецепт хорошей пиццы, как сделать тесто для пиццы. Люди, которые явно заказывать сейчас не собираются. Для примера возьмем ключевые слова, которые использую в своей рекламе я. Настройка Google Ads, настройка рекламы в Google. Я использую эти ключевые слова, потому что мне нужны люди, которые ищут, как настроить рекламу в Google. Потому что я автор одного из самых сильных курсов по Google рекламе в мире, которые прошли более 3000 учеников. И я выступаю на конференциях в США, рассказывая американцам, как правильно настраивать Google рекламу. На одной сцене с Перри Маршаллом, который уже более 20 лет является экспертом номер 1 в мире по Гуглу. Вводя ключевые слова для вашего бизнеса, задайте себе вопрос, что в голове у человека, который вводит в Google эти ключевые слова, эти запросы. Он действительно собирается что-то купить, что-то приобрести, что-то заказать, или это просто зевака, который ищет информацию, почитать и уйти с сайта. Потому что от этого будет зависеть, ваши деньги уйдут в никуда, или ваши деньги, инвестированные в рекламу, принесут вам еще больше денег в виде клиентов. После того, как мы проскроллим нашу страничку, мы увидим пункт создания объявления. При создании объявления вы указываете конечный URL, адрес странички вашего сайта, на которую попадет человек после клика на ваше объявление. Далее, в отображаемом пути, его видно вот тут, обычно вводится главное ключевое слово. И дальше Google нам дает 15 плейсментов, 15 мест для того, чтобы мы ввели заголовки. Как они будут выглядеть, когда Google будет подставлять их в объявление, мы можем увидеть справа вот в предпросмотре. В заголовке вы пишете ключевое описание вашего товара, вашей услуги. Вот пример моей заголовки. Вы пишете, чем помогает ваш товар или услуга. Например, мой мастер-класс помогает научить, как не сливать деньги в Google. На моем мастер-классе я рассказываю о секретах Google именно для предпринимателей. Даю пошаговый старт, как за один день запустить рекламу, как быстро запустить рекламу. Разные вариации словоформы вашей услуги. В описаниях вы описываете ваши ключевые преимущества. Почему клиент должен прийти к вам, а не к вашему конкуренту. Преимущества могут быть описаны как с точки зрения выгод для клиента. Например, придя на мой мастер-класс, о котором я скоро расскажу, клиент получает пошаговый план запуска. Он знает, как получать больше продаж из рекламы без слива денег. Также в описаниях можно писать ваши преимущества как компании. Например, я пишу, что я PhD, что я официальный Google партнер, что у меня 17 лет опыта, что у меня 13 миллионов долларов в управлении, что 50 тысяч человек уже прошли бесплатные программы по Google Ads, которые я создаю. Сюда также можно, например, дописать, что я спикер конференций по Google рекламе в США, в Великобритании, в Европе. В общем, наполняйте объявление информацией, которая важна при беглом взгляде вашего клиента. Запомните, объявление – это не книга у вашей компании, где нужно включить всю информацию. Это тот крючок, который должен зацепить клиента и заставить его зайти на вашу посадочную страничку, на ваш сайт.
Всегда будьте конкретными в своих объявлениях, в своих заголовках. Описывайте, что конкретно человек, что он увидит, когда он кликнет. Он увидит, например, вебинар «Секреты Google Ads», вебинар «Секреты Google рекламы», на котором я расскажу, как запускать Google рекламу. Что конкретно, максимальная конкретика. Не мы предлагаем широкий спектр услуг для всех. Или мы компания, которая работает на рынке много лет и очень хорошо себя зарекомендовали. Я такое видел объявление. А в чем вы себя зарекомендовали? Вы вообще кто? Тренеры по пауэрлифтингу или юристы? Не написано в объявлении. И еще один дам совет, который улучшит эффективность вашей рекламы, подняв показатель качества, о котором я говорил. Если вы будете в заголовках и в описании использовать ключевые слова, и они вот тут будут выделяться такими зелеными галочками, это повысит качество вашей рекламы. А при повышении качества вашей рекламы вы платите за рекламу меньше, а получаете больше. Если вы хотите узнать, что еще влияет на качество, то буквально через минуту я расскажу, где можно эту информацию подчеркнуть. Далее Google предлагает нам добавить к нашему объявлению дополнения. Но важно знать, что некоторые дополнения, например, изображения, они есть не во всех аккаунтах Google, только в старых аккаунтах с историей. В новом аккаунте его не будет. Но, например, дополнительные ссылки, например, цены, уточнения, структурированное описание. Это все, что вы можете добавить в свою рекламу, сделать свое объявление больше и заметнее. Маленький совет от меня. Для начала создайте объявление без расширений, для того, чтобы на пальцах почувствовать, как это работает. Потом у вас всегда будет время спокойно зайти и добавить еще, улучшить объявление, усилить его, добавить какую-то плюшку дополнительную, расширение дополнительное. Начните с минимума и потом непрерывно улучшайтесь. После того, как мы заполнили все поля объявления, Google спрашивает нас: скажи бюджет, какую сумму денег в день мы готовы тратить на рекламу. Если вы полный новичок, моя от чистого сердца рекомендация. Впишите сумму, которую просто не жалко потратить. Вот, например, 200 гривен вы там в кафе в среднем тратите, и вам реально не жалко, если вы на тесты какие-то эти 200 гривен сегодня потеряете. Почему? Потому что обычно для новичков первые несколько дней запуска рекламы это такие, да, первый блин комом. Вы после первого дня уже начнете чуть-чуть анализировать. И если смотрите мой канал, узнаете, как оптимизировать поисковые запросы, как проверять, как именно люди вас искали, как исключать ненужное. И буквально уже со второго-третьего дня вы начнете улучшать рекламу. Но если вы запускаете без какого-либо наставничества самостоятельно, то укажите пока что сумму, которую просто не жалко в случае чего сжечь. После этого вы нажимаете «Далее», происходит проверка вашей компании, и появляется ссылка, которая называется «Опубликовать компанию». Опубликовать компанию — это означает сделать ее доступной для людей. То есть компания после проверки модераторами Гугла начинает работать, ваше объявление начинает показываться. Если человек кликает по вашему объявлению и переходит на ваш сайт, Google с вашего счета снимает деньги. Естественно, вам нужно привязать платежную карту к Google для того, чтобы Google снимал с нее деньги. Настроив рекламу по этой пошаговой инструкции, вы уже получите первых клиентов, первые заявки, первые оплаты, первый возврат инвестиций в рекламу в свой бизнес. Вот только лишь некоторые из отзывов, которые я получил от своих учеников, от таких же активных предпринимателей, как и вы, которые берут вопросы привлечения новых клиентов в свой бизнес, в свои руки и достигают многократного роста своих проектов. Но если вы дадите мне еще 1 час, я расскажу вам такие секреты Google рекламы, которые выведут вас далеко вперед от ваших конкурентов. Я приглашаю вас на бесплатный мастер-класс, на котором я подготовил все, чтобы у вас получилось создать классную рекламу. Сразу после регистрации на мастер-класс вы получаете уникальную шпаргалку по Google Ads, где на одной странице А4 собрана абсолютно вся справочная информация, необходимая для запуска Google Ads. Что-то непонятно, сразу ищите, проверяете. Со скриншотами интерфейса, с объяснением показателя качества, что это, как влияет, как работает. Перед мастер-классом я пришлю вам 3 коротких видео, которые помогут решить 90% вопросов с Google Ads. Только эти 3 видео сами по себе уже ответят на многие ваши вопросы. На самом мастер-классе я расскажу вам 3 самых главных секрета, которые позволяют расти в любой нише и обходить любого конкурента. Особенно ценен 3-й секрет, как защитить себя от мошенничества конкурентов и сливов денег на рекламу. От него будет во многом зависеть ваш успех. И в конце мастер-класса вы получите нечто уникальное – руководство по оптимизации сайта под рекламу. Это мой внутренний документ, который я использую на всех своих проектах. Я не раздаю его публично и даю только тем, кто уже знает базовые секреты, чтобы этот документ послужил полезным дополнением к человеку, который уже обладает нужными знаниями.
Это руководство получают все посетители мастер-класса, которые были с нами до конца. В этом видео я провел вас через весь процесс создания рекламы, показал уже готовые ошибки, ловушки, которые вы уже знаете, как избежать. Если было ценно, полезно и хотите дальше знать, как в свой бизнес привлекать самую платежеспособную аудиторию, подписывайтесь на мой канал, я буду рассказывать детали.